парке чаи расцветает звезда. Снятся твои золотистые косы, снится птицовая звонкая даль. Первым способом снабжения окруженного города стал флот и авиация. Корабли ходили из Осиновецкого порта до деревни Кабона. К Осиновцу подходила Ириновская железная дорога, а к деревне Кабона ветка от поселка Войбуково. Самолеты из города в основном летали с Рушевского аэродрома. С наступлением зимы корабли были заменены автомобилями. Спустя год была проведена операция «Искра», в ходе которой был освобожден Шлиссельбург. Мы появились на территории прорыва, когда земля еще не отстыла от боя и не были собраны с нее трупы. Поэтому в лесу на границе с болотом были вырыты длинные траншеи, в которых и захоранивали погибших. Дорогу, проходившую от станции Поляны до Петрокрепости протяженностью 33 километра, построили всего за 20 дней. Сразу после прорыва был построен свайно-ледовый железнодорожный низководный мост через Неву. Так как весеннему ледоходу он не мог противостоять, было начато строительство высоководного моста с металлическими пролетными строениями. Немцы вели непрерывную воздушную разведку над строящейся дорогой и часто производили обстрел возводимого моста. Мы с инженером Тыдманом стали свидетелями страшного разрыва снаряда, который попал в самую гущу женщин, работавших на засыпке камня под опоры моста. Дорога была под постоянным обстрелом. Чтобы обеспечить ее бесперебойную работу, были выработаны тактики вождения поезда. Главной проблемой был пар, поэтому уголь в топку закидывали только тогда, когда нужно было взобраться на горку. Остальной путь поезд максимально долго вели по инерции. Другой проблемой была вражеская авиация. От нее спасались резкими торможениями и маневрами на станции. Также помогали противовоздушные орудия, установленные на вагоны. Всего за один год в город было доставлено более 4 миллионов тонн грузов, что во много раз больше всех предыдущих поставок в блокадный город. Благодаря дороге Победы город смог восстановиться и начать жить, а не выживать.